А сегодня у нас в эфире я расскажу о секретном месте, которое расположено недалеко от Мармариса, а точнее об отеле, который имеет и хранит в себе секреты. Здравствуйте, меня зовут Ирина Берук, я travel-эксперт Бомбарбия ТВ, а также руководитель турагентства Bliss Tour, сети агентств горящих путевок. Приехала я буквально 3 дня назад из рекламного тура в Мармарисе, Даламан, Фетхие, и мы заехали в один отель, который меня вдохновил, покорил и заставлял влюбляться в него каждый день, каждый час, потому что виды, которые я сейчас покажу вам, не оставляют абсолютно никого равнодушным. Буду говорить я об отеле Турунч Resort. Кстати, кто был в этом отеле, тоже можете писать нам комментарии, делиться своими впечатлениями, с удовольствием почитаю. И в процессе нашего эфира, конечно, вы можете задать вопросы относительно данного отеля. Ну что ж, давайте посмотрим на карту сейчас, где расположен этот отель. Это очень важно, потому что это не совсем Мармарис, это поселочек Турунч, который находится в 22 километрах от Мармариса. Что я себя слышу? Ехать сюда нужно будет через Мармарис, мы проезжаем, через Эчмелер, и потом уже непосредственно попадаем в Турунч. Сразу маленькая поправочка. Предупреждаю, об этом не всегда говорят гиды, и, возможно, когда вы будете бронировать в агентстве, не везде это написано. Это серпантинная дорога. Пускай, возможно, кажется, что расстояние по километражу не длительное, но за счет того, что это серпантин, здесь, возможно, будет вас укачивать. Потому что, учитывайте такой нюанс, если есть такое у организма предположение, да, расположенность к укачке, то выпивайте либо таблетки, либо не смотрите вообще дальше этот эфир и не выбирайте этот отель для себя. Потому что дорога, это имеет значение. Но, тем не менее, это увлекательное путешествие по серпантинной дороге с невероятными видами. Поверьте мне, действительно захватывает дух, потому что вы или поднимаетесь на самую высоту, потом спускаетесь, у вас открываются красивые пейзажи. К сожалению, во время движения тяжело очень снимать, потому что качают в разные стороны. Но вы видите Эчмелер, как вот на ладошке у вас Мармарис и тот же Турунч. Далее вы спускаетесь к самому отелю. Сейчас на карте вот я его показываю вам, да, и немножко увеличу карту. Красивая бухта, красивая зеленая местность. Вот так. И что самое интересное, когда вы уже попадаете сюда, вот отельчик, он находится такой в самой-самой крайней. И в такой, собственной такой маленькой бухточке. И на первый взгляд, вот дальше мы посмотрим на видео, она кажется закрытой, но это только иллюзия. Это первая линия. Отель имеет просторную территорию. Давайте сейчас покажем фотографии, как выглядит этот отель с птичьего полета. Вот. И первое фото мы видим, что на заднем плане там еще имеются 2 корпуса, то есть это 5 корпусов, которые расположены на первой линии. Это каскадная будет территория, потому что отель все-таки находится на склоне горы, и вы сверху вниз спускаетесь к морю. Пролистывайте фотографии, да. Вот такая уютная бухточка, то есть за пределами отеля вообще ничего нет. Но можно выйти в город Турунч, на карте мы видели, то есть да, и сейчас вот даже видно, то есть полностью вид идет на сам город. Вечером это красивая иллюминация с подсветкой, множество огоньков мигает, потому что отели светятся у вас, вот вы лежа на пляже, вы будете видеть сам город Турунч. Открытое море, скажете вы, здесь есть? Есть. Вы открытое море, с обратной стороны также можете видеть, это тот секрет, который я дальше вам чуть-чуть покажу. Вот, сейчас мы видим еще вот основных 3 корпуса в отеле, да, и за ними есть еще 2 корпуса, где расположены номера Family. Как сюда добираемся? Мы едем сюда на автобусе, это где-то около 30-40 минут от самого города Мармарис. Есть транспорт, вы можете выехать из отеля, добраться до города, если у вас такая есть необходимость. Второй момент, вы сейчас на фотографии видим, с левой стороны есть вдоль набережной лодки. Это водные такси,
Где-то около $4 будет стоимость проезда. Расписание нужно будет уточнять, потому что все-таки в период карантина графики меняются. И расписание можно уточнить как и автобусов, так и водных такси на ресепшене. Ну, водные такси вы просто можете подойти и спросить. Что еще классного здесь вот относительно этих лодочек? Во-первых, они совершенно не мешают вам наслаждаться морем, никаких там масел на воде абсолютно нет. Но это еще одно преимущество, потому что вы можете взять на прокат, если вы приезжаете компанией, здесь по демократичной цене лодку и вам сделать такую небольшую экскурсию, VIP, как экскурсия, да, для вашего отдыха. Тоже плюс. Ну и вот это вот такси, само такси к Мармарису, это тоже как небольшая экскурсия. То есть вы можете на лодке посмотреть все окрестности вдоль своего путешествия к городу, прибыть в центр на Марину Мармарис, погулять и обратно точно так же вернуться либо на лодке, либо на автобусе. Ну, можно вот разнообразить, в одну сторону поехать либо на автобусе, вернуться на катере, либо наоборот. Поэтому такое будет у вас увлекательное приключения. Что касается самого отеля, давайте посмотрим сейчас видео-территорию, как выглядит отель. Это 5-звездочный отель. На входе вас встречают красивая зелень, такие как мангровые деревья с ветками. Отель полностью соответствует стандартам. И вообще, в принципе, Мугли очень сильно придерживаются правил карантина, соблюдения норм дистанции, масочного режима. Сразу вас предупреждаю об этом. Любой отель, который вы выберете для своего отдыха в регионе Мугла, да, Мармарис, Бодрум, здесь это жесткие правила соблюдения карантинных норм. То, что касается дезинфекции, то, что касается очередей, да, то есть соблюдения дистанции, здесь это все придерживается. Красивая территория, то есть вы подходите на ресепшн. Пока вы заселяетесь, вы можете выпить кофе в лобби. Как видели, красивый просторный лобби, либо выйти сразу же в такой красивый сад на улице и, в принципе, уже немножко расслабиться. Да? Вот такая красивая зелень. Здесь полностью даже вот некоторые растения достигают ваших балконов. Номера имеют боковой вид на море. Это если корпуса, которые расположены ближе к морю, и вид на горы в основном это те, которые дальние корпуса, то есть 3 корпуса мы видели, расположенные в торце, да, к морю ближе, и 2 корпуса это Family, которые расположены чуть дальше. Они будут более тихие. Каждый корпус имеет лифт. Но, тем не менее, я вам скажу так, что ступенек здесь достаточно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто отдыхал здесь маленькими детками, потому что то, что касается колясок, я, например, не увидела там особых удобств, да, потому что даже спуститься к лифту нужно было преодолеть некие такие ступенечки. У отеля есть свой медпункт, что очень важно, да, то есть если что-то вдруг случилось, вы можете обратиться за помощью. Также имеется для вашего развлечения аквапарк. Это 7 горок, 5 из них для взрослых и 2 горки для деток. Горки расположены за, получается, территорией отеля туда вот в сторону гор. То есть нужно будет подняться, такой преодолеть фитнес небольшой тур, потому что где-то под углом 45 градусов, это то, о чем я говорю, что большие семьи, которые располагаются в семейных корпусах ближе к пляжу, здесь нужно будет вот подниматься и спускаться постоянно вниз. Тем не менее, если у вас детки, которые передвигаются самостоятельно, уже взрослые, там, от 3 лет, и вам вот такие вот пешие прогулки не доставляют никакого дискомфорта, вы можете смело выбирать для себя данный отель Турунчи Резорт для своего отдыха. Далее, давайте посмотрим, что еще у нас на территории имеется. Это спа. Спа-центр, в принципе, как одно из мест, куда едут, ради чего едут в Турцию, плюс потому что хвалят и хамам, и массажные процедуры, причем есть акционные предложения всегда у специалистов. То, что касается карантинных мер, здесь в отеле, в принципе, все работает, да, за исключением фитнес-центра, он был закрыт, когда мы были, но массажные процедуры вы можете себе заказать, есть бассейн, который работает здесь, есть сауна, хамам работает, и массажные процедуры также все у вашей доступности. Относительно полотенец, пляжные полотенца предоставляются здесь же, в этом спа-центре, но на ресепшене вам нужно будет за них оставить депозит в районе 10 евро. Вот так выглядит фитнес-центр. То, что касается анимационной программы, опять-таки по карантинным правилам Муглы,
анимация, она здесь есть софт. В отличие от остальных отелей, дневная анимация была стрейчинг возле пляжа, то есть аниматоры работают с детками, но мини-клуб, детская площадка, на данный момент детская площадка точно не работала, я даже ее не снимала. Мини-клуб работает по предварительной записи, то есть если вы едете с детьми и хотите их оставить, вы можете подойти к аниматорам и заказать для себя эту услугу. Что касается расположения в отеле по номерам, давайте посмотрим. Номера, как я и говорила, стандартные номера, это 3 корпуса, которые расположены ближе к пляжу, достаточно просторные номера. Косметический ремонт производился буквально совсем недавно, потому что на внешний вид все очень достаточно чистое и свежее. Сейчас на видео мы видим Duplex Family номера, это двухэтажные номера с лесенкой, то есть вы можете, если вы едете с большой семьей, располагаться либо в таком номере, да, либо есть еще для больших семей, где могут располагаться 5 человек, и у каждого будет свое спальное место отдельное. На видео сейчас видим номера Family. Они двухкомнатные, каждая комната имеет свою дверь, что очень важно, обращайте внимание, в отличие от дуплекс номеров, там только лесенка. И каждый номер имеет свое спальное место. Вот сейчас на видео это одна большая кровать, одна дополнительная, и вторая комната имеет 2 раздельные кровати. Как видим, ванные комнаты, в принципе, все с душевыми кабинами. Внешний вид, абсолютный ремонт во всех номерах практически одинаковый. Имеются тапочки и сейфы. В каждом номере также еще и весы, если вы вдруг следите за своим весом, для того, чтобы не поправиться, потому что питание в отеле хорошее, также можете следить за этим. Есть чайный набор, чай, кофе и водичка в мини-баре, больше ничего не пополняется. Каждый номер будет у вас с балконом, с видом на горы, либо боковой вид на море. Но, как видим, в нашем номере, мы останавливаемся в этом отеле, был красивый вид на горы и небольшой сад, который я вам показывала чуть ранее. Ну и, конечно же, Seaside, вот, да, второй корпус, который ближе к номеру, он, конечно, очень удобный. Вот еще небольшой кусочек видео дуплекс номера, то есть это лесенка. Если вам не доставляет дискомфорта, наоборот, интересно такое расположение, можете выбирать и его. Что касается питания, как я сказала, в отеле питание достаточно вкусное, разнообразное. Это мы еще видим, где расположены, в каких корпусах расположены Family номера. Относительно ресторана, как организовано здесь питание в самом ресторане? Питание, вы приходите на завтрак строго по времени. Учитывайте, что завтраки здесь заканчиваются в 9 утра. Расписание вы можете у меня спросить, отправлю вам, в принципе, в личку, если это необходимо узнать вам заранее, очень важно, либо в вашем номере всегда будет полный список и концепция питания и тех услуг, которые включены в отеле. Что мне очень понравилось, здесь организовано очень все правильно. Как видим, на завтрак, там, в данном случае было в 7:30 утра, не было совершенно очередей. Очень грамотно, мне нравится, что есть несколько островков, отдельно зелень, есть небольшие стеклянные витрины, но еда достаточно хорошо видна и красиво преподнесена для туристов, для того, чтобы было видно, да, то есть хорошее расположение и это защитная лента. В основном ресторане отдельно зона для холодных закусок, отдельно для горячих закусок и отдельно на улице есть гриль. Во время обеда, вот, сейчас мы видим, есть еще обед. Обед подается это с 12 часов. Здесь будут у вас снеки. Причем, я бы не сказала, что это снэк, такой перекус на самом деле. Оказалось, что это как полноценный обед, потому что здесь, как видим, есть и закуски, и салаты. И дополнительно также вы можете заказать себе шаурму. Достаточно все очень свежее и вкусное. Плюс почти до 5 часов здесь вы всегда можете перекусить, то есть обед заканчивается, и потом остаются еще снеки. Кроме этого есть еще и ночной перекус. То есть, в принципе, до 2 часов ночи, если вы вдруг проголодались, что-то найти покушать вы всегда можете. Но опять-таки, учитывайте график проведения основного меню, да, то есть, если вы хотите именно супчик покушать, да, то есть в обед, то как бы за этим нужно следить.
Вечером отдельно выставляется зона для гриля, то есть это всегда свежее мясо, либо рыба, либо курица, как видим, есть каждый день, оно меняется. Опять-таки островки с холодными закусками и основными блюдами в отдельном совершенно зале. Что хочу вас предупредить, еда здесь не выдается без маски, вас без маски не запустят в ресторан. То есть всегда выдается маска при входе в ресторан, если у вас ее нет, вам ее выдадут и как бы попросят одевать маски при моменте, когда вы берете либо напитки, либо еду. Есть еще основной ресторан, либо вы можете кушать на улице. Ну, то есть официанты всегда подают, гости абсолютно не имеют никаких прикосновений к еде, только выдается официантами. Здесь же возле основного ресторана есть два бара, это безалкогольные напитки и алкогольный бар, который работает еще в ночное время. То есть, в принципе, вот этот бар, который находится возле ресторана, он, в принципе, можно сказать, что основной. Остальные бары работают по своему времени, то есть не каждый день. То есть, если лобби, это с 10 утра имеет свой график, да, там до вечера. Дневные бары работают, также закрываются. Есть еще бар, который работает на снэк-меню. То есть, учитывайте тоже такие моменты. И давайте перейдем к пляжу, потому что пляж – это, конечно, гордость этого отеля. Здесь отель вообще находится на стыке двух морей. Здесь сливаются Эгейское и Средиземное море, поэтому цвет воды – вот он именно такой, какой вы видите сейчас на видео. Мега инстаграмное место. На первый взгляд кажется, что это как озеро. Да? Вот мы приехали, и все говорят, пляж похож на озеро, Хорватия, Италия, вот вперемешку, что-то такое неинтересно. Нет, абсолютно, вот кажется, что здесь как-то стоячая вода. Говорю, да нет, но это море, реально море, просто здесь вот он находится в таком заливчике в бухте. Очень удобный вход с берега, не везде, но по центру, хороший насыпной песочек такого кварцевого цвета, белый, как гравий, я бы сказала, да, то есть, но достаточно комфортно, пологий вход в море, вы можете не беспокоиться как за своих деток, да, как видим, чистая прозрачная водичка, даже сейчас на видео видно рыбок, поэтому, ну, действительно, это реально вызывает восторг от отеля и от того, как ты здесь находишься. Что касается температуры воды, но я, например, можно сказать, не то, что сильно теплолюбивая, но мне достаточно нужно привыкнуть к воде, но мы купались. Как видим, гости, туристы уже отдыхают, здесь нормально, абсолютно смело все купаются, ныряют, есть несколько плавающих островков для того, чтобы мы могли доплыть к ним и там отдохнуть, уединиться. И еще зона такая вот, как с пирсом вдоль горы, то есть здесь вы также можете уединиться. И мы сейчас видим на видео, что здесь вот далее за горой это уже пошло открытое море, сюда заплывают лодочки, яхты, и в ту сторону вот вы будете отправляться на Ачмелер. И потрясающий вид на Мармарис. В этом месте вы можете сделать себе шикарную фотосессию. Такая есть и у меня, поэтому хвастаюсь. И секрет, который я говорила, мы сейчас видим на видео. Это небольшой туннельчик, который проходит через гору, и вы можете увидеть вторую часть за этой горой на море. Мы сейчас это увидим с вами. Вот так выглядит пирс. И если вы зайдете в туннель, вы попадаете с обратной стороны, где есть также лесенка, и вы можете поплавать, вот, можно сказать, в Эгейском море. Реально очень красивый вид. Здесь также вы можете насладиться фотосессией, но позагорать, если очень будет много людей, как бы у вас не получится, но поплавать здесь абсолютно можно. Вот такой немножко каменистый есть вход. И так вот выглядит этот туннель. Поэтому секретное место в Турунч Резорт, как видите, оно есть. И действительно заставляют вот эти пейзажи, атмосфера, наслаждаться морем и кайфовать. Что еще очень важно, вот эта бухта, она защищена от ветра. Небольшой сквознячок может быть именно от туннеля, но здесь никогда нет волн. Поэтому для семейного отдыха вообще в принципе идиллия, я бы сказала, пляжный отдых, ну, просто потрясающий. Да, как видим, есть некоторые нюансы относительно карантинных мер, но, тем не менее, можно еще чем развлечься в отеле. Это есть шопинг, возле пляжа есть несколько магазинчиков, причем с очень демократичными ценами. Если вы что-то забыли, вы всегда можете там купить. А вечером или днем вы можете прогуляться в сам город Турунч, где есть еще дополнительные кафешки, какие-то развлечения для себя найти, какой-то небольшой шопинг, просто даже приятно
приятно прогуляться. Поэтому данный отель я могу смело рекомендовать для спокойного семейного отдыха, для пар, если вы приехали уединиться, насладиться красивой природой, атмосферой, потрясающим морем и вкусным питанием. Действительно, питание здесь очень вкусное. Кто отдыхал, напишите, пожалуйста, нам отзыв об этом отеле. И вы всегда можете запросить данный отель для своего отдыха по номеру телефона, который указан у вас на экране, либо зайти к нам на сайте, тоже указан у вас на экране, и забронировать себе данный отель для своего отдыха в любом агентстве сети агентств горящих путевок. Наслаждайтесь отдыхом в сезоне 2021 и выбирайте нашу сеть для организации своего отдыха. Спасибо за просмотр.